Знаете, дорогие друзья, я очень часто вспоминаю своего пожилого преподавателя из университета, который на вопрос о том, как у него дела, отвечал, что лучше бы он умер молодым. И ведь, как часто говорят, старость не радость. С одной стороны, эта фраза содержит в себе уже констатацию того факта, который успел совершиться, а с другой стороны, человек, произносящий это, по крайней мере, осознает данный факт. В настоящем ролике мы поговорим о фильме, главный герой которого осознанием похвастаться не может, хотя и утверждает обратное. Прошу любить и жаловать. Кинолента «Отец» режиссера и драматурга Флориана Зеллера. Если вы следили за премией Оскара в 2021 году, то наверняка знаете, что фильм «Отец» победил в нескольких номинациях, а именно в номинации «Лучший актер» и номинации «Лучший адаптированный сценарий». Я предлагаю идти от этого. Давайте определимся, за что фильм получил признание и чем интересна эта картина в общем и целом. В ролике о том, как сделать рецензию, я упоминал составляющие художественного произведения, форму и содержание. В случае с «Отцом» содержание до такой степени взаимодействует с формой, что получается чрезвычайно интересное повествование. Большую часть происходящего мы видим со стороны Энтони, пожилого мужчины, постепенно теряющего память в ходе развивающейся деменции. Лично я не смог должным образом отделить зерна от плевела и определить, как именно расположены происходящие события на временном отрезке. Вы действительно, как зритель, оказываетесь в пространстве определенной мифологии, где реальность переплетается с искаженным представлением о ней. За примером далеко ходить не надо. Главный герой разговаривает с дочерью, а потом обнаруживает в гостиной молодого человека, который утверждает, что он муж дочери главного героя. А когда из магазина приходит дочь, то оказывается, что она хоть и называется дочерью, но уже имеет совершенно другую внешность. И это реально пугает как протагониста, так и зрителя. В данном случае даже не столько камера, сколько происходящие события оказываются субъективными. В этом смысле Флориан в кино отдает должное театральным традициям. Как мне кажется, для него происходящее перед камерой куда более важно, чем умелая работа с самой камерой. Я не клоню к тому, что здесь имеют место некие шероховатости в плане операторской работы. Напротив, композиционно фильм выглядит чрезвычайно привлекательно, кадры кажутся довольно плоскими, и это оригинально. Все из-за того, что оператор ставит камеру будто бы для более полного охвата декорации в ее театральном понимании, когда мы видим лишь одну часть, определенную плоскость, обращенную к зрителю. Кстати, благодаря этому мы можем наблюдать за тем, как постепенно исчезают предметы, что намекает на постепенное угасание главного героя, на его потерянность, дезориентацию в пространстве. Мы, как зрители, теряемся вместе с ним, и это позволяет почувствовать себя человеком, больным деменцией. Касательно отличий между пьесой и фильмом, имеется переменное место действия. В пьесе все дело происходит в Париже, и дочь отца, которого зовут Андре, говорит о том, что она улетает в Лондон к мужчине. В киноленте же место действия это Лондон, а дочь отца, которого зовут Энтони, улетает в Париж. Энтони Хопкинс сам находится в том временном промежутке, когда хочешь не хочешь, но задумываешься о старости, и это играет режиссеру только на руку. Победа в номинации «Лучший актер» абсолютно заслужена. На самом деле я прочитал пьесу после того, как посмотрел фильм, и теперь хочу сказать вам, что сценарий фильма действительно идет по оригинальному тексту. Конечно, фильм позволяет акцентировать внимание на деталях. Кроме часов добавляются столовые приборы, которые отец кладет себе в пиджак. Можно увидеть растерянность на лице протагониста более явно, решают крупные планы. И все это хорошо весьма. При чтении пьесы ты буквально удивляешься тому, насколько точно фильм передал суть первоисточника. Здесь точно фигурирует драматургический талант. Была бы моя воля, я бы спокойно отдал Оскар за лучший фильм именно Зеллеру, на том основании, что эта история вечная, всеобъемлющая, вне четких рамок какой-либо культуры. Такое может произойти с каждым в любой точке земного шара, не дай бог, конечно. Лично мне «Земля кочевников» не особо-то и зашла. Естественно, можно говорить о некой вторичности из-за существования пьесы, различных постановок, но поскольку кино все же более массовое искусство, чем театр, признаюсь честно, очень приятно было увидеть фильм без повестки и всяких политических игр. Есть отец, есть дочь и есть проблема потери памяти у отца, но эта история рассказана так, что дух захватывает, несмотря на замкнутость действия в нескольких локациях, которые все похожи друг на друга. Все это работает только на пользу. Если группа The Caretaker проанализировала развитие деменции при помощи музыки, то, пожалуй, Флориан Зеллер исследовал данное явление со стороны театра и кино, охватив несколько видов искусства. Он очень точно передал состояние больного человека, фиксацию на часах, каких-то предметах быта, когда волнение вызывает буквально малейшее передвижение предмета, а кардинальное изменение обстановки может шокировать, даже в том случае, если она никак не менялась, ведь человек может забыть, как все было на самом деле. Остается пожелать Флориану всего самого
самого наилучшего. А вам, дорогие друзья, я настоятельно рекомендую и посмотреть фильм, и прочитать пьесу. Это действительно искусство, которое выглядит на фоне обилия ширпотреба поистине прекрасной альтернативой. А если вы хотите узнать, как все было на самом деле в плане хронологии событий именно в «Отце», где правда, где выдумка, то не беспокойтесь лишний раз. Режиссер как раз и хотел, чтобы мы не разгадывали, а чувствовали то, что чувствуют такие люди. Берегите свое здоровье. До новых встреч.